Всем привет! Сегодня у нас будет ретро-рубрика канала, некий экскурс в прошлое. Я вам покажу некоторые, на мой взгляд, наиболее удачные модели, которые вышли в рамках российской журнальной серии «Автолегенды СССР» от издательского дома D'Agostini. И на сегодняшний день серии исполнилось целых 12 лет, довольно внушительный срок, несмотря на то, что такое ощущение, как будто эта серия была начата 2 или 3 года назад. И официально было объявлено о завершении этого проекта, серия подошла к концу, и последний выпуск был под номером 283. Это российский внедорожник УАЗ «Патриот». И об этой новости я узнал совершенно случайно от одного из подписчиков моего канала. Был весьма удивлен, ведь мне казалось, что эта серия будет длиться бесконечно, с учетом того, что в ней выходило. Это и всевозможные перекрасы, и повторы, и перепаковка, и также те автомобили, которые не имели никакого отношения к советскому автопрому. Но, к счастью, серия подошла к концу, но я думаю, что похожие автомобили мы не раз увидим и в других журнальных сериях, и также, возможно, Модимио подключится к выпуску легковых автомобилей в другом варианте исполнения, ведь, как показывает практика, эти модели до сих пор пользуются огромным спросом. И эту серию я покупал очень выборочно и уже как-то говорил в некоторых своих видеообзорах, что после 100-го выпуска я перестал следить за данной журнальной серией и брал те автомобили, которые, на мой взгляд, были наиболее удачными, хорошо повторяли образ настоящего прототипа, хотя, каюсь, в моей коллекции есть и не очень хорошие образцы, но их покупал для галочки, просто чтобы закрыть позицию в коллекции, и на тот момент времени не было других более качественных аналогов. И давайте начнем с не очень хороших масштабных копий. И первая модель, которую я вам покажу, это лимузин ЗИЛ-41047. И эта модель не очень хорошо копирует образ настоящего прототипа. Здесь есть и искажения в пропорциях, не очень хорошо получилась передняя часть. И вообще сам лимузин ЗИЛ-41047, на мой взгляд, очень красив. Массивный лайнер с строгими линиями, и эта машина выглядит очень грациозно. Но если вы посмотрите на этот лимузин, такое ощущение, что это маленький щенок, который попал в какой-то подземный переход, пытается справить нужду, и у него не получается, потому что на него смотрят люди. Но вот именно такой взгляд мне почему-то воспринимается при осмотре этого автомобиля. И я видел доработки, некоторые люди перепиливали кузов, чтобы автомобиль более был похож на настоящий прототип, но не вижу смысла этим заниматься, потому что автомобиль вышел у Deep Models в очень хорошем качестве исполнения. Это машина из эпоксидной смолы, я делал на нее детальный видеообзор. Ну и, конечно, можно вспомнить о старой машине от Агата, у которой открывались дверцы, крышка капота и крышка багажника. Но, конечно, машина от Агата — это прошлый век, еще старые технологии, хотя, стоит отметить, она прекрасно передает образ настоящего прототипа. И также у этого ЗИЛа по прошествии времени начались метаморфозы с лакокрасочным покрытием. Если вы посмотрите на капот, то здесь просела краска, появились какие-то рытвинки и также очень много маленьких пузырьков. Хотя корпус у этой модели не подает каких-либо признаков цинковой чумы. И также на этой модели я поставил другие колесные диски и покрышки. И это колесики с автобуса ЗИЛ «Юность», который также выходил в рамках данной журнальной серии. Изначально на этом лимузине стояли переразмеренные колеса, 22 дюйма в хроме, и автомобиль напоминал некий гангстомобиль. Нужно было сделать только ему пневмоподвеску. Но, повторюсь, если у вас нет возможности приобрести более дорогостоящее изделие от Диппа и у вас нету старой модели от Агата, возможно, эта модель займет достойное место в вашей коллекции. Хотя ее проще выбросить в помойку. И также покажу вам еще один не очень удачный автомобиль. Это внедорожник «Москвич». И эта модель не получилась, потому что она совершенно не попадает в 43-й масштаб.
И здесь автомобиль крупнее, чем он должен быть на самом деле, и масштаб приблизительно 1 к 40 или 1 к 41. И также вы можете посмотреть, со временем у этого автомобиля почему-то посветлел капот и рамка лобового стекла. Это пластиковые детали, и удивительно, эта модель у меня хранилась в закрытой коробке, куда не попадали солнечные лучи. Ну вот такое часто встречается с журнальными изделиями. Очень некачественные материалы, которые по прошествии времени начинают разрушаться и как-то видоизменять свою форму. И также на этом внедорожнике были белые налеты на покрышках. Я условно называю эти покрышки резиновыми. Конечно, они сделаны из пластика с добавлением размягчителя. И, как многие из вас знают, что со временем этот размягчитель выделяется, оплавляет обод колесного диска, также подставку, если модель стоит на пластиковом подиуме. И в этом плане я советую держать покрышки отдельно или хотя бы проклеивать самоклеющейся фольгой обод колесного диска, чтобы он не повредился. Но сам по себе внедорожник вполне симпатичный, и он хорошо копирует образ настоящего автомобиля. И еще вы можете посмотреть, как здесь сделано лобовое стекло. Тоже непонятно, чем оно или заляпано, или это такой некачественный пластик, но вот такая довольно интересная задумка, которая воплощена в реальность с множеством огрехов. И также отдельно стоит отметить опытные автомобили, которые не пошли в серийное производство, и в рамках данной журнальной серии таких машин выпущено довольно большое количество. И первый автомобиль – это интересный минивэн в серебристом варианте окраски. И на этой машине я поставил харьковскую резину тоже из соображений того, что оригинальные покрышки могут оплавить обод колеса. И такие колесики найти впоследствии будет практически невозможно. И здесь очень необычный футуристический дизайн, и мне такие машины нравятся. И это яркий пример того, как могли выглядеть автомобили в советское время, если бы дали зеленый свет на их производство. Но не получилось, не было ни нужды, и руководство думало иначе. Но вот такие идеи тоже показывали, что были талантливые конструкторы, которые имели возможность создавать интересные машины. И также покажу вам еще один минивэн. Это, по-моему, Москвич Арбат. И здесь я тоже хотел поставить харьковские покрышки, но не удалось демонтировать оригинальные колеса, потому что они попросту задубели и уже оплавили обод колеса. Конечно, можно было их разрезать, но они уже вклеились в колесный диск, и при демонтаже старой покрышки можно было повредить колесико, поэтому оставил в таком виде эту масштабную копию. Ну, тоже очень симпатичный минивэн. И последний опытный автомобильчик – это такси. И вот эта машина мне очень напоминает технику, которая снималась в старом фильме с Арнольдом Шварценеггером «Вспомнить все». И там тоже были вот такие футуристические машины, и сюда только не хватает посадить водителя-робота, который управляет такси. Тоже вот довольно хорошая модель. И такого автомобиля промышленным способом в 43-м масштабе никто другой и не производил. Были модели ручной работы, но они стоили значительно дороже и по качеству исполнения недалеко ушли от этой серийной масштабной копии, сделанной в Китае. Ну и давайте перейдем к обзору 12 основных моделей, которые мне нравятся больше всего. Конечно, это мой вкус, возможно, ваш вкус отличается, и у вас другие предпочтения. И повторюсь, что в данной журнальной серии было больше удачных моделей, но, например, у меня собраны не все автомобили, и некоторые модели я покупал из зарубежных журнальных серий, из польской, из румынской, и мы не будем включать их в этот видеообзор. И самым первым выпуском был «Москвич» в синем цвете. И это не самая первая модель в моей коллекции из этой журнальной серии, а первый автомобиль я, по-моему, приобрел ГАЗ-13 «Чайка».
или Волга ГАЗ-22. Я их купил примерно в одно время и покупал их на месте, немножко за них переплатил, и тогда относился к этим моделям довольно скептически. У меня уже была Чайка от Агата, такая Волга была, по-моему, от Херсона, машина ручной работы, и как-то я посмотрел, эти модели, на мой взгляд, на то время не стоили своих денег. И, по-моему, за каждую модель я заплатил на тот момент 18 евро. Это очень большая сумма на тот момент времени за такое низкокачественное изделие. Но как-то потом втянулся и начал собирать эти модели и покупал их как в киосках в Российской Федерации, когда посещал Санкт-Петербург, Москву, и также заказывал некоторые модели по интернету. Ну, вот еще раз посмотрим «Москвич». Это очень удачная масштабная копия, и, можно сказать, вся серия похожих «Москвичей», «Универсал», полноприводная версия, также немножко видоизмененные автомобили с другой решеткой радиатора, в другой схеме окраски, они все вполне отлично копируют образ настоящего прототипа и хорошо попадают в 43-й масштаб. И похожий «Москвич» был у Агата. У него открывалась крышка багажника, и у более ранних вариантов открывались дверцы. И не помню, делал ли я обзор на свою агатовскую модель. Если у вас будет интерес, я поищу ее. И если обзора нет, я тоже в будущем его сделаю. И вторая модель – это ВАЗ-2107. Тоже, на мой взгляд, вполне хорошее изделие, только эта машина немножко залита краской. Она у меня довольно пыльная, потому что долгое время стояла на открытой полке. И, в принципе, эти модели у меня хранятся как приходится, некоторые на полке, некоторые в коробочках, потому что не вижу особого смысла бережно их хранить. Все же это такой низкий ценовой сегмент, и эти модели иногда достаю для демонстрации своим друзьям. И здесь хорошо машина попадает в 43-й масштаб, отлично сделаны колесные диски, они также прекрасно попадают в 43-й масштаб. Я поставил здесь харьковскую резину Ми-16, и, конечно, это автомобиль более поздних годов выпуска, об этом нам свидетельствует правое зеркало заднего вида, то, что у этой машины черные бампера. На самых ранних машинах они были серого цвета, и также колесные диски серовато-белые. И, насколько я помню, на ранних семерках они были окрашены серебристой краской. Но я также здесь доработал заднюю светотехнику и установил регистрационные номерные знаки. У меня несколько таких семерок. Некоторые модели я покупал как доноров для запчастей. И не так давно делал видеообзор на автомобиль ВАЗ-2105 из польской журнальной серии, и там была взята за основу семерка, у которой окрасили бампера по виду пятерки и также поставили решетку радиатора от пятерки, но капот и крышка багажника там семерочная. Следующая модель – это ГАЗ-22 «Волга», универсал, отличное изделие, здесь прекрасные колесные диски, присутствует антенка, аккуратная покраска и сборка, и вот эту «Волгу» можно назвать одной из самых удачных. Последующие «Волги» ГАЗ-21 были сделаны на других пресс-формах, и, конечно, они уступали в плане проработки этому изделию. Здесь также отлично сделаны задние фонари. Это прозрачные детали, также установлен хром, и у этой модели довольно хорошо проработана нижняя часть. И если вспомнить первую «Волгу» ГАЗ-21, которая выходила в рамках этого проекта, она, по-моему, была фисташкового цвета, и у той модели была абсолютно плоское днище. Здесь уже есть некая имитация и выхлопной трубы, и передние балки, задние балки, топливного бака и рамы. Следующая модель – это микроавтобус RAV-2203, тоже очень удачный автобус. И такой рафик выходил и в других вариантах исполнения. Также машина мелькала в серии «Автомобиль на службе», в медицинском, в милицейском варианте. И были всевозможные варианты на базе
этого шасси. Пикап, грузовой фургон и так далее. И также было очень много различных конверсий и наборов для доработки базовой масштабной копии. Здесь хороший желтый цвет, классическая схема окраски с белой полосой. И эта модель у меня в первозданном виде, я здесь не делал каких-либо доработок. Следующая машина — это универсал Волга ГАЗ-24. И к этой серии можно отнести и первые 24-ки с кузовом типа седан. Конечно, более поздний вариант 2410, на мой взгляд, был менее удачный, но это вполне хорошая модель, и она также выходила в варианте автомобиля сопровождения Аэрофлот, но только та модель выходила в автомобиль на службе, и той машины нет в моей коллекции. И я вам показывал как-то давно похожую Волгу, только из европейской журнальной серии она была окрашена в сиреневый цвет, а здесь классический темно-зеленый вариант окраски. Следующая модель — это ГАЗ-13 Чайка. Тоже красивый автомобиль. И эта модель очень легкая, потому что у нее пластиковая крыша. Но в целом она довольно точно повторяет очертания настоящего автомобиля. И жаль, что Deep Models не выпустил похожую Чайку, которую они могли включить в серию гаража особого назначения. А почему-то ограничились выпуском лимузинов марки ZIL. Следующая модель — это микроавтобус Старт, тоже очень необычный автомобиль с стеклопластиковым кузовом, конечно, модель сделана из металла. И такой Старт у меня в коллекции также есть от Deep Models. Там немножко другой вариант исполнения. И эта модель, могу с уверенностью сказать, что сделана не намного хуже, чем более дорогостоящий экземпляр. Правда, на этих моделях, по-моему, изначально неправильно было расположено одно сиденье в салоне. Его нужно было поставить задом наперед, чтобы пассажир мог на него сесть. По-моему, как раз за водительским местом располагалось второе сиденье. И такой Старт у меня также есть из журнальной серии в другой схеме окраски, но та модель ко мне пришла с дефектами. И у этого микроавтобуса отдельная крышка багажника. Я видел, люди делали доработку и эту крышку делали рабочей. Вот такой микроавтобус. И следующий микроавтобус — это ZIL Юность. Тоже необычная и хорошая масштабная копия. И я видел, что у некоторых эта модель рассыпалась от цинковой чумы, но, к счастью, мой вариант без каких-либо признаков. Юность также была второй модификации. Я уже не буду ее показывать в рамках этого видеоролика, но обзор на ту модель есть на основном канале. Также покажу вам Москвич 2141. На мой взгляд, это прекрасная модель, отличная замена агатовскому Москвичу, который в большинстве случаев разваливается от цинковой чумы. И у меня в коллекции есть еще один такой Москвич из польской журнальной серии. Машина окрашена в ядовито-зеленый цвет. Еще один автомобиль, который мне очень нравится, ZIL 117, и эта модель выходила в бондовской журнальной серии в Европе и потом перекочевала в серию «Автолегенды СССР». И здесь изначально более богатая детализация, как на автомобиле ГАЗ-22 «Волга», присутствует и антенка, и хорошие колесные диски. И удивительно, почему на этом ZIL сделали правильные колесные диски нормального размера, а на последующих они были переразмерены. Почему нельзя было использовать точно такие же колесики, для меня остается загадкой. Еще одна модель — это Запорожец в небесно-голубом цвете. И у меня некоторые запорожцы от нашего автопрома и некоторые запорожцы от Deep Models. И на модель от Deep Models на основном канале я сделаю детальный видеообзор. И последняя модель, которая войдет в сегодняшний видеоролик, это инвалидка-моргуновка. Прекрасное изделие, очень хорошо повторяет образ настоящего прототипа. Здесь отдельный тент, правда он вклеен в корпус модели. И я видел, кто-то делал серьезную конверсию, рабочую
крышку капота, крышку багажника, открывающиеся дверцы и съемный тент. И получилось очень необычное и интересное изделие. И эта машинка тоже займет достойное место в вашей коллекции, если вы поклонник советских фильмов и поклонник советских микролитражных автомобилей. И пишите ваши комментарии, какие модели из журнальных серий есть в ваших коллекциях, сколько их, до какого выпуска продолжали собирать серию вы. Поддержите этот видеоролик лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и заглядывайте на мой основной канал. Там выходят детальные видеообзоры на практически все модели, которые есть в моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.